Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о Доне. Что мы знаем об этой реке? Многие слышали, что она в России. Знают о ней жители Воронежа и Ростова-на-Дону. Ведь эти города расположены на ней. Кроме Ростова есть и Калач-на-Дону. И еще много городов и поселений с интересными названиями. Ведь эта река протянулась почти на 2000 километров. Песчаные его закоски, тополевые леса и вербы на берегах, крутые яры правобережья, с которых далеко видны уплывающие баржи, теплоходы, быстрокрылые белые корабли, возделанные человеком поля, пышные сады и виноградники. И где бы ни были люди, жившие на Дону, души их тянутся к родным местам, расположенным на нем. А кто не был, обязательно должен посмотреть, чем Дон прекрасен и притягателен. И наша задача – узнать о нем поподробнее. Поехали! Название реки происходит из древнескифского языка и в переводе означает «река». У древних греков Дон именовался Танаисом, тогда как в устах местного населения великую степную реку величают Доном-батюшкой. Река Дон протекает по европейской части России. Ее длина составляет 1870 километров. Площадь бассейна обширна и равна 422 тысячи квадратных километров. Река условно делится на три части. Это верхнее течение, среднее и нижнее. Верхнее течение считается от истока до впадения реки Тихая Сосна. Долина в этих местах узкая, а русло довольно извилистое и имеет перекаты. Главными притоками являются реки Северский Донец, Хопер, Красивая Меча, Воронеж, Быстрая Сосна и Непрядва. В среднем течении долина шире. Реку питают такие притоки, как Хопер, Битюк, Черная Калитва, Иловля, Богучарка и другие. Заканчивается средний участок у города Калач-на-Дону, рядом с Цимлянским водохранилищем. Нижнее течение начинается у Калача-на-Дону и заканчивается устьем. Но обо всем по порядку. И начнем мы с истока. Свое начало река берет на среднерусской возвышенности на высоте 180 метров над уровнем моря. Это севернее города Новомосковска в Тульской области, в 3 километрах от Шатского водохранилища, образованного на реке Шат. Здесь из земли бьет ручей Урванка, который дает начало Великой реке. Кто был в Новомосковске в парке под камнем, видел облагороженный исток, а кто не видел, уже на него посмотрел. Хотя во всех старинных письменных источниках, а также на более-менее точных древних картах указано, что река Дон вытекает из Иван-озера. Высоким штилем его так и называют – Дон Иванович. Возможно, раньше это и было так, но на данный момент уже нет. Была старинная легенда об этом, пересказанная Львом Толстым. У старика Ивана было 2 сына – Шат Иваныч и Дон Иваныч. Шат Иваныч был старший брат, он был сильнее и больше, а Дон Иваныч был меньший и был меньше и слабее. Отец показал каждому дорогу и велел им слушаться. Шат Иваныч не послушался отца и не пошел по показанной дороге. Сбился с пути и пропал, а Дон Иваныч слушал отца и шел туда, куда отец приказывал. Зато он прошел всю Россию и стал славен. В Тульской губернии в Епифанском уезде есть деревня Иван-озеро. И в самой деревне есть озеро. Из озера вытекают в разные стороны 2 ручья. Один ручей так узок, что через него перешагнуть можно. Этот ручей называют Дон. Другой ручеек широкий, и его называют Шат. Дон идет все прямо, и чем дальше он идет, тем шире становится. Шат вертится с одной стороны на другую, а Дон прошел через всю Россию и впал в Азовское море. В нем много рыбы, и по нему ходят барки и пароходы. Шат зашатался, не вышел из Тульской губернии и впал в реку Упу. Но это легенда о временах далеких. Уже в 1895 году при обследовании истока Дона гидротехническим отделом под руководством профессора Заброжика было установлено, что из Иван-озера на юг по направлению к Дону никакой ручей
ручей не вытекает. Озеро это в межень своими водами Дона не питает. Вешние же его воды текут в реку Шат, и лишь избыток их иногда направляется в долину Дона. Со временем Иван-озеро в 1930-х годах было поглощено гораздо более обширным Шатским водохранилищем. И по версии ученых-географов из Воронежского университета, одной из главных причин утраты связа Дона с озером, наряду с истреблением прилегающих лесов и изменением климата, явилось резкое обмеление самого Иван-озера. Связано оно со строительством Ивано-Озерского канала. Водный поток несет свои воды с севера на юг. Течение реки относительно медленное, скорость в среднем до 1 метра в секунду, но верхнее течение реки более быстрое. Река в этой области имеет перекаты, но в основном неспешные. Недаром же казаки прозвали величественную неторопливую реку Тихим Доном. Обусловлено это равнинным профилем, в котором расположено русло. Уклон к устью незначительный, а его средняя величина равна всего 0,1 градуса. Долина реки широкая, в нижнем течении ее ширина достигает 13 километров. С нижним попозже, и раз уж с севера на юг, то с севера на юг. Мы будем понемногу двигаться в неторопливом движении этой реки. Множество ручьев дали начало великой реке, и вот уже он встречается со своим первым правым притоком, рекой Бобрик, недалеко от Новомосковска, в границах города Донского. Река Бобрик небольшая, всего около 10 километров, но это его первый приток, и Дону он дает силы дальше двигаться на юг. Жаль, что он грязноват, но в этом он не виноват, его задача питать своего большого брата. Далее справа по течению расположилось село Люторичи, где впадает в Дон еще один приток, река Люторич. Чуть поодаль расположились Романсовские горы, они же Кондуки, но вовсе это не горы, а терриконы и залитыми водой карьеры угольной выработки, и теперь особо охраняемые природная территория местного значения. И вот он, выход к Епифане. Слева впадают первые заметные рукава – Дриска и Ерик мелкого Кимовского водохранилища. Тростник и осока не так сильно захламляют проток, к тому же нарастает глубина. В определенное время года сюда можно опускать байдарку, но есть экстремалы, которые как ледокол пробиваются на своем плавсредстве. Епифань – историческое место, знаменито тем, что, говорят, именно отсюда берут свои начала корни донского казачества. И к середине 19 века Епифань стала важным торговым центром. За ней на пересечении реки Непрядвы монастырщина, где неподалеку в 1380 году произошла Куликовская битва. Куликово поле большое, расположенное на водоразделах Окско-Донского междуречья. Течет он неспешно по извилистому руслу, через поля и степи, проходя через город Донков. После присоединения к нему 6 малозначительных притоков и проходом через крутой лес, бассейн реки Дон пополняется водами более полноводного притока Визовней. Встреча рек происходит в центре Донкова, окруженного болотно-луговым ландшафтом. Только правый берег уже крутоват, приподнят на 3-4 метра, а у самого Донкова есть яры до 10 метров, и русло часто расширяется до 45 метров. Это напоминание о том, что поток начинает пересекать первые поднятия среднерусской возвышенности. Донков – древний город на Верхнем Дону. Ранее маленький город с глубокими корнями. Один из древних малых городов русской провинции. История города овеяна легендами и домыслами. До сих пор историки спорят о времени появления и месте расположения древней крепости. За ним Лебедянь. Вместе с соседним Ельцом и Донковым была не только пограничным городом Рязанского княжества и рубежом русского государства, но и местом, через которое проходил торговый путь государством Черноморского побережья. Первое сохранившееся письменное упоминание о Лебедяне относится к началу 17 века. Лебеди на Дону в пределах города сегодня редкое явление. Зато недалеко от города, на реке Красивая Меча, на правом притоке Дона, грациозных лебедей можно наблюдать даже с потомством. Красивая Меча – река в Тульской и Липецкой областях. Очень живописны ее берега и обрывы.
Она проходит по востоку среднерусской возвышенности. В долине много выходов известняков. Длина 244 километра. Один из известнейших объектов Красивой Мечи – это Конь-Камень. Не менее известное Шутинское городище на Красивой Мече в Тульской области. Немного ниже правый крупный приток Дона – река Быстрая Сосна. Главная особенность реки – наличие карст в 2/3 русла и высокая скорость течения, которая в определенный момент предопределила и название. Для Сосны характерна узкая каньонообразная долина. В долине реки много скальных выступов. Отвесные известняковые скалы выходят поочередно по правому и левому склонам долины, создавая горный пейзаж. Посреди равнин и степей вдруг скалы и обрывистые берега, и дно реки преимущественно каменистое, очень необычно. А еще у нее есть сестренка младшая, речка Тихая Сосна. Она и меньше, и нрав у нее поспокойнее, и находится она ниже по течению, возле Дивногорья. Немного ниже по течению Галища гора, заповедник в центре Северодонского реликтового ботанического района. Памятник природы, ботанический феномен, расположен на среднерусской возвышенности в Липецкой области, находится к западу от Задонска. Именно с этой горной возвышенности открывается прекрасный вид на долину речки. Также в заповеднике вы увидите утесы необычной формы с редкой растительностью. А на месте слободы Тешевка в 17 веке появился город Задонск. Небольшой город в Липецкой области. А рядом с ним расположена Кудыкина гора, куда время от времени люди отправляют в пеший тур своих товарищей торговать помидорами. Не знаю, как помидоры, но Змей Горыныч там есть. Прилетел он и осел в селе Каменка на высоком берегу Дона. Вниз по течению реки на правом берегу расположился город Семилуки с правым притоком Девица. А слева на реке Воронеж, кстати, левый приток Дона, расположился миллионник Воронеж с его морем, Воронежским водохранилищем. Воронежское водохранилище имеет площадь 70 квадратных километров. Оно является самым большим по площади в Центральном Черноземье. В этот регион входят Воронежская, Курская, Белгородская, Липецкая и Тамбовская области. Воронеж основан в конце 16 века и является важным экономическим и транспортным центром юго-западных земель России. За Воронежем Костенки – место археологических раскопок, расположенное в одноименном селе на правом берегу Дона, Воронежской области. Впервые обнаружено в 1879 году, но первые раскопки начались в 1920-х годах. На площади 10 квадратных километров найдено свыше 60 стоянок, возраст которых колеблется от 45 до 15 тысяч лет. Судя по найденным артефактам, наши предки имели развитую культуру и искусство. Это сенсационное открытие ставит под сомнение теорию о том, что человек разумный зародился в Африке и оттуда перекочевал на север Евразии. За Костенками Нововоронеж, самый юный брат в семье Воронежской области. В 2023 году городу исполнилось 66 лет. А за Нововоронежем – Дивногорье. Воронежское течение реки представляет большой интерес. С восточной стороны начинают попадаться значительные лесные массивы, которые охраняются сотрудниками Воронежского государственного заповедника. За ними на территории столицы региона в поток вливается река Воронеж. Ширина русла имеет почти везде стабильный 100-120 метров, а глубина кое-где превышает привычные 4. Но и это не все. Дело в том, что ближе к Нововоронежу средняя русская возвышенность сильнее набирает высоту. Восточная же кромка тоже приподнята, потому что Дон проходит здесь древние меловые отложения. Дивногорье или Дивы – возвышенность и музей-заповедник в Лискинском районе Воронежской области России. Находится на правом берегу реки Дон, в 80 километрах к югу от Воронежа, неподалеку от одноименного хутора и поселка. Дивногорье – место, изумляющее своей красотой, захватывающее неповторимым очарованием. Удивительный уголок природы, где рождаются легенды. Миллионы лет назад на этом месте простиралась водная гладь. В морских глубинах сформировался мел,
обнажения которого почти непрерывной полосой тянутся вдоль крутых склонов реки Дон и неторопливой речушки с лирическим названием «Тихая сосна». Тысячелетиями приходили и уходили моря, поверхность покрывалась толщей древнего донского ледника, оставляя после себя сложный уникальный рельеф и разнообразные ландшафты. Здесь в васильково-синее небо отвесно вонзаются меловые столбы Дивы, самых разных, порой весьма причудливых форм, напоминающие сказочных животных, а по речным круто склонам загадочно зияют темные входы рукотворных пещер. Много веков назад человек, потрясенный зрелищем ослепительно сверкающих меловых великанов, назвал это место Дивными горами, Дивногорьем. Здесь река поворачивает на юго-восток, и снова тянутся меловые склоны правобережья, сотнями нор ласточек-береговушек и бесконечные левобережные леса, в просветах которых видны заливные луга. Лысая гора, Марковские курганы, Костомарово, Белогорье и у зеленого городка Павловск Дон пополняется силой реки Осереть. Город был основан в 1709 году Петром как судоверфь, переведенная сюда из Воронежа. В 1711 году, после неудачного прусского похода Петра I, когда Россия уступила Турции крепость Святого Павла, город Осерет был переименован в Павловск. Из Павловска до Богучара можно увидеть меловые гряды у села Семейки, Казинскую яму, красивейшую меловую гору с отрогами, меловые склоны Мироновой горы и долины Калитвы, Калитвянские ворота. А на севере Волгоградской области к нему присоединяется одна из еще чистых рек этого региона – Хопер. Дон пока временно заходит на Ростовщину, проходя через известное шолоховское место – станицу Вешенскую. Вешенская или Вешки, как называют ее местные жители, пожалуй, самое известное место на Дону, жизнь которого описал в своем романе Михаил Шолохов. Уже не один десяток лет ездят поклонники Тихого Дона по Ростовской области в поисках хутора татарского, где поселил Шолохов семью Мелиховых, и именно Ягодное, куда ушли Григорий и Аксинья. Из глубоких затяжных омутов сваливается Дон на россыпь. Кучеряво вьется там течение. Дон идет в развалочку, мерным тихим разливом. Над песчаным твердым дном стаями пасутся чернопузы. Ночью на россыпь выходит жировать стерлядь. Ворочается в зеленых прибрежных теремах тины сазан. Белеси суда гоняют за белой рыбой. Сом роется в ракушках. Взвернет иногда он зеленый клуб воды. Покажется под просторным месяцем, шевеля золотым блестящим правилом. И вновь пойдет расковыривать лобастой усатой головой залежи ракушек, чтобы к утру застыть в полусне, где-нибудь в черной обглоданной коряге. Писал о Доне Михаил Александрович Шолохов. А далее начинается резкое повышение одного из берегов, а на пологой стороне путь некоторое время покрыт пойменным лиственным лесом. Ниже в Дон вливаются Медведица и Иловля. Медведица – река очень извилистая. В верхнем и среднем течении встречаются перекаты, мели и броды. Попадаются камни. Длиной река 745 километров. Русло ее неустойчиво. Из года в год перемещается то в одну, то в другую сторону. В верховьях река углубляет его и в ряде мест, главным образом на крутых поворотах, разрушает берег. Размытый материал уносится вниз, где появляются все новые и новые мели – песчаные острова. Одним из районных центров Волгоградской области является город Серафимович, один из старейших городов области и административный центр одноименного района. Но не всегда город носил это имя. Город стоит на правом берегу Дона. А что такое Дон? Это казачьи земли. На его берегах стоят казачьи станицы и хутора. Немало их. Одной из них стала основанная в 1589 году станица Усть-Медведицкая. И, как вы заметили, не случайно, ведь недалеко от города находится место слияния рек Медведица и Дон. От города до устья Медведицы
около 4 километров по прямой. Ниже Иловля – классическая степная река длиной 358 километров. Берега в верхнем течении, как правило, безлесые. Чаще встречаются заросли кустарника и отдельно стоящие деревья. В среднем и нижнем течении от Соломатина вдоль берегов тянется прерывистой, неширокой полосой лес, преобладая по левому берегу. Здесь расположился природный парк Донской, особо охраняемая природная территория. Украшение парка – обширная долина Дона с заливными лугами. В лесных дубравах 39 уникальных родников, истоки которых формируются на высоте от 120 до 200 метров над уровнем моря. Вода родников чистая, прозрачная и довольно холодная. Главные достопримечательности парка – реки Дон и Иловля, самые высокие в Европе меловые горы. В рельефе заметно выделяются плато Венцы, гора Кобылья Голова, утес Трапеция, Румын-гора, прорезанные глубокими оврагами, каньонами, заливные луга, пойменные нагорные леса, уникальный и неповторимый растительный и животный мир. А за Кобыльей Головой, да за Румын-горой, Дон поворачивает на восток. И слева от Дона образовалась целая небольшая пустыня. Это Голубинские пески. Голубинский район единственный в Донской области, где обнаружены дюны, барханы и барханные цепи. И за ними город Калач-на-Дону, основанный в начале 18 века. И знаменит этот город не калачами и другими хлебобулочными изделиями. На самом деле Калач получил свое название по характеру местности. В районе Калача Дон делает крутую излучину. И раньше Калачом называли крутой огиб реки вокруг острова или полуострова. Калач-на-Дону известен многим двумя грандиозными стройками прошлого века. Первая – это Волго-Донской канал, и это не просто канал, это сложная гидротехническая система, которая соединяет Волгу в районе Волгограда с городом Калач-на-Дону. Общая ее протяженность – 101 километр, 45 километров из которых проходит по водохранилищам. В составе канала 13 шлюзов, и за сезон по каналу проходит около 5000 судов. И Цимлянское водохранилище – огромный искусственный водоем моря, созданный в 1950-х годах. Единственное водохранилище на реке Дон начинается именно от города Калача-на-Дону и заканчивается мощной плотиной длиной 13 километров и высотой 45 метров около города Цимлянска. В центральной части плотины находится Цимлянская ГЭС. Длина водохранилища 360 километров, ширина до 40, глубина доходит до 40 метров, средняя составляет 9. После создания водохранилища и канала были решены несколько существенных проблем. Прежде всего, это касается судоходства, ведь стало возможно достаточно быстро попасть, допустим, из Каспийского моря в Черное. Также была решена проблема орошения засушливых земель. Цимлянская ГЭС дала так необходимую в тот период стране электроэнергию. Не обошлось и без негативных явлений. В зону затопления попали станицы и хутора, многие из которых стояли тут не одну сотню лет. Жителей пришлось переселять в другие места, причем насильно. Конечно, им было тяжело это пережить. Саркел, Хазарский, позже древнерусский город-крепость на левом берегу реки Дон в настоящее время находится на дне Цимлянского водохранилища. Также наблюдается эрозия берегов, их зарастание, увеличилась соленость Азовского моря, затруднился нерест рыбы из него в верховьях Дона. На юге водохранилища впадает правый приток река Чир. Разошлась она на 317 километров в длину. Водная артерия пересекает Боковский, Советский и Обливский районы Ростовской области. Далее касается одним берегом Чернышковского, а заканчивает свой путь на земле Суровикинского района Волгоградского региона. На левом берегу Цимлянского водохранилища расположились Цимлянск и Волгодонск. Цимлянск до 1950 года станица Цимлянская, основан донскими казаками как казачий городок Цимла. С 18 века станица Цимлянская знаменитая своими виноградниками, а в 1950-х станица перенесена из зоны затопления Цимлянского водохранилища и 30 октября 1951 года была преобразована в рабочий поселок Цимлянский, которому 19 мая 1961 года были присвоены статус города
и современное название. Но не все виноградники залило водой. В городе на Цимлянском заводе игристых вин до сих пор производят вино. Волгодонск же очень молодой промышленный город. Своим появлением город обязан гигантской советской стройке. В городе расположена Волгодонская Ростовская атомная электростанция и самое крупное в России производственное объединение атомного энергетического машиностроения «Атоммаш». Ниже плотины водохранилища река течет в широкой от 12 до 25 километрах долины с просторной поймой. Глубины достигают местами 15 метров. Основные притоки в нижнем течении Дона – Северский Донец справа, Сал и Маныч слева. Река Западный Маныч известна тем, что она на самом деле половинка старой реки Маныча, бывшего когда-то Азовско-Каспийским проливом. После его исчезновения получилось так, что теперь каждая его сторона течет в свою сторону. Западную тянет в Дон, а восточную – к Каспийскому морю. А Северский Донец – самая крупная река Восточной Украины и наиболее крупный приток Дона. Общая протяженность реки составляет 1053 километра, с площадью бассейна 98 900 квадратных километров. Недалеко от устья Северского Донца расположились населенные пункты Константиновск, Семикаракорск и Усть-Донецкий. Константиновск находится на правом берегу реки Дон. В 16 веке здесь образовались укрепленные казачьи поселения, затем городок Бабий на острове Лучка. А почему Бабий? Так поселение назвали татары, которые встретили сопротивление со стороны женщин-казачек, которые оказывали поддержку мужьям. Потом Бабинский городок с левого берега перекочевал на правый, объединившись с другим поселением. Так образовалась станица Константиновская. А вблизи Семикаракорска, при впадении реки Сал в Дон, сохранились остатки хазарской крепости, так называемое Городище. И поскольку хазары также были тюркским народом, то название Семикаракорск, возможно, происходит от трех слов: Вимис – крепкий, Кара – черный и Кел – крепость. Усть-Донецкий ведет свою историю от хутора Христцы, Крестовский, Кочетовской станицы при Сухом Донце, который существовал уже в 1837 году. Немного поотдаль расположился Новочеркасск, город в Ростовской области. Расположен на крутой и обрывистой возвышенности между реками Аксай и Тузлов, символизируя даже самим своим местоположением казачью вольницу и свободолюбие. Город Новочеркасск основал в 1805 году атаман Матвей Платов, как столицу донского казачества. А за рекой Маныч Дон несет свои воды в Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону является административным центром Ростовской области, одного из наиболее развитых научных и промышленных регионов Российской Федерации. Город располагается на правом берегу Дона, недалеко от впадения реки в Азовское море. На левом берегу в основном развлекательные и рекреационные объекты. История города началась с времен Петра I, когда он во время Крымского похода расположил в устье реки Темирник свой лагерь для починки кораблей. Уже тогда на месте лагеря стали возникать слободки, в которых селились отставные солдаты. И уже около дельты находится небольшой город Азов. И если город Ростов-на-Дону относительно молодой, то в Азове люди жили с древнейших времен. А земли и река помнят поселения множества народов. Официально Азов начинается с 1067 года, когда по легенде половецкий хан Азуб заложил в этих местах город Азак. Место было выбрано чрезвычайно удачное, рядом проходил Великий Шелковый путь, так что город быстро рос, и в 14 веке здесь жило уже 30 тысяч жителей. Это столько же, сколько в то время в Лондоне. Однако такое хлебное место не могло не привлекать различных завоевателей. Каждая расцветающая держава стремилась владеть дельтой Дона. Сначала сюда пришел Тамерлан, потом на несколько столетий турки, превратившие город из торгового в укрепленную крепость, а потом и Россия. Ниже Азова начинается большая дельта, площадью 340 квадратных километров. Русло реки разделяется на многочисленные рукава и протоки, именуемые по донскому
по-другому – Гирла или Ерики. Среди них самые большие – Мертвый Донец, Каланча и Кутерьма. Дельта в значительной мере определяет рыбные ресурсы Дона и Азовского моря, так как здесь многие виды рыб размножаются, зимуют, и через нее на нерест идут проходные рыбы. Более 100 видов пернатых здесь гнездится. Среди встречающихся растений и животных многие являются редкими и исчезающими видами. Так мы с вами и прошли длинный путь от истока до устья реки Дон. Узнали о множестве рек, питающих реку, но всех не перечислить. Бассейн располагается в степной и частично лесостепной зоне. В ней насчитывается около 5000 притоков. Основную долю составляет снеговое питание. Грунтовое и дождевое вместе набирают всего около 30. Для Дона характерно весеннее половодье. В остальное время уровень воды низкий. Замерзает река в начале декабря. Вскрываться начинает в низовьях в середине марта. К верховьям вскрытие распространяется быстро. Есть и свои особенности. Почти на всем своем протяжении Дон действительно тихий, но только не нижний. Дельта Дона – это зачастую ревущий Дон. Во время ветра, который дует с Азовского моря и который носит название низовки, в Дону из-за напора моря меняется даже течение. Парадоксально, но во время низовки Дон течет в обратную от моря сторону, затапливая прибрежные низины, луга и огороды жителей Нижнего Дона. А во время сильных низовок в воде стоят даже жилые дома прибрежных станиц. Да, ветра в Донской степи – это что-то. Они дуют попеременно по несколько дней, а то и неделю подряд. И часто с такой силой, что зимой пронизывают до костей, а летом делают терпимой даже самую сильную жару. Сильный низовой ветер сопровождается наводнением. Он обычно теплый, а верховой, наоборот, воду в Дону сгоняет и зимой приносит сильный холод. Бывает и такое, что в Ростове, несмотря на полноводность воды в реке, совсем не остается. При сильных ветрах и Цимлянское водохранилище бывает очень бурным. Шторм здесь не редкость, а высота волн достигает 2,5 метров. Обширные просторы Дона раньше были богаты разнообразными видами рыб. В бассейне реки и ее просторах обитали более 90 видов. Самые распространенными из постоянных обитателей водоема являлись карп, карась, судак, чехонь, лещ и плотва. Во время, когда рыба подымалась в Дон на нерест, можно было встретить сельдь, рыбца, тарань и шимаю, она же шимайка. Из земноводных сейчас на берегах рек и ериков в пойменных болотах можно встретить водяную лягушку, жерлянку, обыкновенных и гребенчатых тритонов. Реже встречается обыкновенный водяной ужи, гадюки и болотные черепахи. Одним из самых распространенных видов, обитающих вблизи Дона, является зеленая жаба. Эти амфибии гнездятся не только вдоль берегов, но зачастую распространяются глубоко по территории нераспаханных лугов в бассейне реки. Деятельность человека, а главным образом распашка степей, привели к исчезновению распространенных ранее в бассейне Дона животных – диких лошадей, степных антилоп, сайгаков и многих других. Еще в 60-е и 70-е годы прошлого века у отдельных притоков Дона водились байбаки, косули, дикие кабаны, а у некоторых стариц можно было встретить выхухоль. В настоящее время из млекопитающих в бассейне реки можно встретить грызунов, речного бобра, большого тушканчика, сусликов и мышей, представители отряда хищных речных выдр, норок, ласк, степных и лесных хорьков. Летучие мыши по-прежнему обитают в бассейне реки. За последние 100 лет количество видов птиц, обитающих в бассейне Дона, резко сократилось. Исчезли такие ранее распространенные виды, как степные орлы, теркуши, кречетки, стрепеты, черные белокрылые жаворонки. Почти перестали гнездиться у реки гуси, лебеди, орлы-беркуты, орланы-белохвосты, соколы-сапсаны, осаеды и скопы. Хотя создание искусственных лесополос в 60-е годы, в том числе по берегам Дона, привлекло в бассейн реки различных насекомоядных птиц, которые ранее здесь не встречались – горлиц, сорок и сорокопутов-жуланов. Среди сохранившихся пока птиц несколько видов уток и куликов, а также ворон, куда же без них. И уже редко встречаются цапли и аисты, журавли-красавки. В перелетный сезон можно увидеть серого гуся и казарку.
Но все-таки, как мы видели, большое количество видов диких растений сохранилось вблизи пойменных болот. Здесь можно встретить иву, пушистую березу, клейкую ольху, ломкий крушинник. Вдоль реки распространен камыш, топяной хвощ, осока, кистецковый кизляк, кувшинки, болотный сабельник и другие виды трав. Да, в Дону почти не стало рыбы и раков. Старожилы рассказывают, что раньше в реке было такое изобилие рыбы, что поднимавшаяся на нерестилище сельдь плотностью косяка толкала против течения шест с привязанным к нему грузом. Сейчас такого изобилия не найдешь днем с огнем. Об осетровых уже забыли напрочь, хотя старые люди говорят, как их отцы помнили то время, когда осетров и белуг было столько, что за один выход на лов этой удивительной рыбы налавливались полные лодки. Загрязнение воды преимущественно происходит вследствие сброса в нее промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов. В некоторых водоемах загрязнение настолько велико, что произошла их полная деградация, как источников водоснабжения. А 100 лет назад люди пили воду. Она была чиста. Небольшое количество загрязнений не может вызвать значительное ухудшение состояния водоема, так как он имеет способность биологического очищения. Но проблема состоит в том, что, как правило, количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в воду, очень велико, и река не может справиться с их обезвреживанием. Человек использует, не думая о том, какая красота гибнет. Ущелья, скалы, каньоны, речки с порогами. Сколько удивительных природных уголков разбросано, а сколько забытых историй тут произошло. В последние годы даже наскальные рисунки древних людей здесь нашли. И есть и небольшие пустыни с настоящими барханами, с удивительными оазисами-колками и ныряющими под песок речками. И есть тут и меловые горы, и дивы-останцы, и даже меловые монастыри. А сколько интересных историй прячется у нас под ногами. Миллионы лет жизни нашей Земли записаны в камнях, песках и невзрачных суглинках, которые мы видим почти каждый день. Дон – многогранный символ, и детали, описывающие реку, несут символическое значение. Например, хрупкий тонкий лед, сковывающий воды, символизирует неустойчивость, шаткость, ненадежность окружающей жизни. Крутой спуск по берегу к воде – переломные события в истории народа, а рассыпавшиеся ракушки – сам народ, выкинутый из привычной жизни. Галька, обкатанная волнами – символ тяжелых испытаний, предстоящих людям. Остальная рябь – символ будущих событий, что произойдут в жизни. Проблема взаимодействия человека с природой – проблема вечная и одновременно современная, ведь человечество связано с природным окружением, своим происхождением, существованием и будущим. И хотелось бы, чтобы люди уважали и ценили богатство этой реки и вели жизнь тихую и размеренную, как Тихий Дон, а не агрессивную, как ветра на Ростовщине. Берегли и ценили край, который подарила природа, и старались сохранить и приумножить бесценный дар, подаренный нашей планетой. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. Кстати, друзья, у вас появилась возможность поддержать канал не только морально, но и материально. Это можно сделать через сервисы Boosty для жителей России, а для других стран Patreon, да и не только поддержать, но и поучаствовать в создании видео. В зависимости от подписки у вас будет ранний доступ к новым фильмам. Вы сможете предлагать темы для будущих видео и даже почувствовать себя редактором, внося правки и улучшая их качество с помощью чата в Telegram для обсуждения ваших предложений. И что бы ни случилось, вы всегда останетесь с нами. Переходите по ссылкам в описании. С вами канал Планета Земля.